Приветствую вас, дорогие зрители канала «Астрология мудрости». Сегодня мы поговорим о теме, которая может вас удивить. Почему знак рыбы так часто вызывает непонимание, критику, а порой и откровенную ненависть? Что скрывается за этим знаковым архетипом, милыми и добрыми рыбами, в которых никто не видит угрозы? Давайте разберемся в том, почему рыбы вызывают такие противоречивые чувства у окружающих и как можно преобразовать эти причины в силу. В этом видео мы раскроем 24 основные причины, почему рыбы могут вызывать неприятие или даже ненависть к себе, и, что важнее, как использовать кармические законы, аффирмации, визуализации и ритуалы, чтобы каждый вызов превращать в источник своей силы. Останьтесь до конца, чтобы узнать, как рыбам найти свой путь и проявить истинную мудрость бытия. Причина первая – излишняя мечтательность. Рыбы известны своей склонностью к фантазиям. Они могут часами строить воздушные замки, забывая о реальных задачах. Их мечтательность часто раздражает окружающих, особенно тех, кто предпочитает рациональный подход к жизни. С коллегами и друзьями они кажутся оторванными от земли, что вызывает непонимание. Кармический совет – мечты – это подарок, но они требуют реализации. Кармический закон равновесия учит нас, что энергия мечты должна быть преобразована в действие, чтобы приносить плоды. Начните с маленьких шагов, переводите мечты в цели и планируйте их достижение. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои мечты вдохновляют меня на действия, и я легко воплощаю их в реальность». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что перед вами огромная книга. В ней страницы ваших мечтаний. Вообразите, как каждая мечта начинает оживать, текст превращается в яркие образы, которые выходят за пределы книги и становятся реальными событиями. Ритуал на избавление от источника причины: напишите на листке бумаги одну мечту, которую вы давно откладываете. Возьмите свечу, зажгите ее и проговорите: «Моя мечта – это мой путь, и я готов, сделать первый шаг». После этого сохраните листок и начните реализацию хотя бы с одного действия. Причина вторая – избегание конфликтов. Рыбы часто стремятся уйти от любых споров. Они боятся, что конфликт может разрушить гармонию, и предпочитают уступить или просто исчезнуть из поля зрения. Это вызывает раздражение у тех, кто ценит честное и прямое общение. Многие воспринимают их уклонение как слабость или неискренность. Кармический совет, закон движения учит, что конфликты – это возможность для роста. Уклоняясь от них, мы теряем шанс укрепить свою личность. Не нужно бояться споров, важно научиться конструктивно высказывать свою точку зрения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уверенно встречаю любые конфликты и превращаю их в возможность для развития». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы стоите в центре бури. Вокруг вас свистит ветер, шумят волны, но внутри вы сохраняете спокойствие. Постепенно буря стихает, оставляя вас стоять на прочной земле. Ритуал на избавление от источника причины: найдите уединенное место, зажгите благовоние или ароматическую свечу и проговорите: «Мои слова сильны, но спокойны. Я уважаю себя и готов, защищать свои границы». Практикуйте это перед зеркалом, пока не почувствуете уверенность. Причина третья – склонность к самопожертвованию. Рыбы часто ставят интересы других выше своих, что может выглядеть как отказ от собственных нужд. Хотя это вызывает уважение, такая черта порой приводит к тому, что окружающие начинают пользоваться их добротой. В результате рыбы чувствуют себя выжатыми и недооцененными. Кармический совет, закон баланса гласит, что нельзя помогать другим в ущерб себе. Научитесь ставить свои потребности на первое место, сохраняя способность заботиться о других, но не становясь жертвой. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае:
я ценю себя и создаю баланс между заботой о себе и других. Визуализация, которую нужно применять для этого, вообразите чаши весов. На одной – ваши интересы, на другой – забота о других. Медленно добавляйте свет в обе чаши, пока они не станут равными. Почувствуйте легкость от гармонии. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите список своих желаний и целей. Убедитесь, что хотя бы одна из них направлена на заботу о себе. Каждый день уделяйте ей внимание, визуализируя, как она реализуется. Через мгновение продолжим, а пока я хотел бы предложить вам посетить бесплатный 2-дневный мастер-класс по тайнам практической астрологии, который проводит известный астролог с 15-летним опытом работы. Ссылка на мастер-класс есть в описании к этому видео. Итак, продолжим погружение в изучение причин ненависти к знаку зодиака Рыбы. Причина 4. Неопределенность целей. Рыбы часто оказываются в ситуации, когда их желания и цели расплывчаты. Это делает их жизнь похожей на дрейф по волнам, что вызывает недоумение у тех, кто ценит ясность и стратегию. Кармический совет, закон намерения говорит, что энергия направляется туда, где есть ясная цель. Если вы хотите достичь успеха, начните с определения, чего именно вы хотите. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я ясно вижу свои цели и уверенно двигаюсь к их достижению». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя на тропе, ведущей через лес. На горизонте вы видите свет, который символизирует вашу цель. Каждым шагом вы приближаетесь к этому свету. Ритуал на избавление от источника причины: возьмите карту или лист бумаги. Нарисуйте дерево, где каждая ветвь – это ваша цель. Начните с маленьких ветвей, представляющих краткосрочные задачи, и завершите крупными, которые символизируют глобальные планы. Причина 5. Чрезмерная эмоциональность. Рыбы известны своей глубокой эмоциональностью. Хотя это делает их чуткими и сострадательными, неумение контролировать эмоции иногда превращает их в уязвимых и подверженных перепадам настроения. Это может вызывать у окружающих ощущение дискомфорта. Кармический совет, закон эмоционального баланса, учит нас, что эмоции должны быть инструментом, а не хаосом. Учитесь направлять свои чувства в позитивное русло. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои эмоции – это мой дар, который помогает мне расти». Визуализация, которую нужно применять для этого: вообразите бурное море, которое постепенно становится спокойным, отражая звездное небо. Почувствуйте, как этот покой входит в вас. Ритуал на избавление от источника причины: каждый вечер записывайте в дневник свои эмоции дня. Затем прочитайте их вслух и представьте, как они превращаются в легкий туман, рассеивающийся в ночи. Причина 6. Сложность с границами. Рыбы часто испытывают трудности в установлении личных границ. Они легко позволяют другим вторгаться в их пространство, что истощает их эмоционально и энергетически. Кармический совет, закон личной силы, напоминает, что мы ответственны за свои границы. Уважая свои потребности, вы укрепляете себя и учите других уважать вас. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои границы ясны и уважаемы». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как вокруг вас возникает золотая сфера, которая пропускает только любовь и добрые намерения, отсекая все негативное. Ритуал на избавление от источника причины: на рассвете или закате возьмите кристалл кварца, держите его на уровне сердца и мысленно произнесите: «Мои границы защищены светом и любовью». Причина 7. Трудности в принятии решений. Рыбы часто колеблются перед важным выбором. Их нерешительность порой вызывает раздражение у окружающих, которые ожидают четкости и ответственности. Кармический совет,
закон внутреннего голоса говорит, что каждый из нас знает, какой путь правильный. Учитесь доверять своей интуиции. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мои решения мудры, и я уверен в своем выборе». Визуализация, которую нужно применять для этого: вообразите дорожный знак с несколькими стрелками. На одну из них падает яркий свет, и вы уверенно следуете этим путем. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите на бумаге 2 варианта решения. Положите перед собой и проведите ладонью над каждым. Вы почувствуете, какой из них ближе вашему сердцу. Причина 8. Пассивность в действиях. Рыбы часто ждут вдохновения или правильного момента, чтобы начать действовать. Эта пассивность порой мешает им достигать успеха. Кармический совет, закон активности учит нас, что даже маленький шаг ведет к большим переменам. Не ждите, действуйте. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я начинаю действовать здесь и сейчас, и мои действия ведут меня к успеху». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как внутри вас вспыхивает свет, который начинает двигать вас вперед, словно сильный ветер наполняет паруса. Ритуал на избавление от источника причины. Каждый день записывайте одно действие, которое вы должны выполнить. Вечером ставьте галочку напротив выполненного пункта, ощущая радость от своих достижений. Причина 9. Ожидание спасения извне. Рыбы часто попадают в ловушку ожидания, что кто-то другой придет и решит их проблемы. Эта пассивность может вызывать раздражение у окружающих, так как вместо действий рыбы предпочитают мечтать, надеясь на чудо. Это проявление скрытой неуверенности в собственных силах. Кармический совет, закон ответственности, учит нас, что никто не придет, чтобы спасти нас, кроме нас самих. Важно принять свою силу и осознать, что все ресурсы уже внутри вас. Доверие к себе – ключ к преодолению этой проблемы. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я сам создаю свою реальность и привлекаю в свою жизнь нужные ресурсы». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как вы стоите на солнечной поляне, а из вашего сердца начинает излучаться свет. Этот свет становится ярче и сильнее, формируя вокруг вас мощное поле уверенности. Вообразите, как этот свет притягивает к вам нужных людей и обстоятельства, но инициатива всегда остается за вами. Ритуал на избавление от источника причины. Найдите тихое место. Возьмите лист бумаги и напишите 3 вещи, которые вы хотите изменить в своей жизни. Затем под каждой напишите 1 шаг, который вы можете сделать уже сегодня, чтобы приблизиться к этой цели. Повторяйте эту практику ежедневно в течение недели, наблюдая за тем, как изменяется ваша реальность. Причина 10. Неопределенность в отношениях. Рыбы порой теряются в отношениях, не понимая, чего они хотят, и полагаются на других для определения направления. Это может раздражать партнеров или друзей, которым важно ощущение стабильности и ясности. Кармический совет, закон зеркала учит, что отношения – это отражение внутреннего состояния. Чтобы установить гармоничные связи, нужно быть ясным в своих намерениях и ценностях. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я осознаю свои потребности и притягиваю гармоничные отношения». Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, что вы стоите в центре круга из золотого света. Этот свет символизирует ваши истинные желания и ценности. Вообразите, как в этот круг приходят только те люди, которые разделяют ваши принципы и уважают ваши границы. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите на листе бумаги 3 качества, которые вы хотите видеть в отношениях. Сложите этот лист и положите его под свечу. Зажгите свечу и произнесите: «Я привлекаю гармонию и взаимопонимание в свои отношения».
Сохраните листок и каждый раз, сталкиваясь с выбором, вспоминайте свои критерии. Причина 11. Зависимость от чужого мнения. Рыбы легко поддаются влиянию чужого мнения, стараясь угодить всем. Это часто приводит к их потере идентичности и вызывает раздражение у окружающих, которым важна самостоятельность в людях. Кармический совет, закон внутреннего авторитета, напоминает, что истинная сила приходит изнутри. Ваше мнение о себе важнее, чем оценки других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я свободен от чужих оценок и доверяю своему внутреннему знанию». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы идете по золотой дороге, вдоль которой стоят люди. Они улыбаются, но их слова сливаются в легкий шум, который не может проникнуть в ваше сердце. Вы видите только свой путь и уверенно идете вперед. Ритуал на избавление от источника причины. В течение недели каждый вечер записывайте на бумаге момент, когда вы беспокоились о мнении других. Затем сожгите эти записи, произнося: «Я отпускаю чужие мысли и остаюсь верным себе». Причина 12. Склонность к самообвинению. Рыбы часто принимают на себя больше вины, чем следует, даже когда ситуация выходит за рамки их контроля. Это может создавать негативную атмосферу, где окружающие чувствуют себя несправедливо осужденными или обремененными виной. Кармический совет, закон прощения, учит, что прежде чем прощать других, нужно простить себя. Примите свои ошибки как уроки и идите вперед. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я прощаю себя и принимаю свои ошибки как часть своего роста». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы стоите у большого водопада. Подойдите к нему и позвольте воде смыть все ваши обиды на себя. Почувствуйте легкость и освобождение. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите письмо самому себе, где извиняетесь за чрезмерные обвинения. Заверьте себя в своей ценности. Прочитайте письмо вслух, затем спрячьте его в надежное место. Причина 13. Жизнь в иллюзиях. Рыбы склонны уходить в мир грез и фантазий, избегая сложностей реальности. Это раздражает тех, кто ожидает от них большей вовлеченности в настоящую жизнь. Кармический совет, закон настоящего момента, напоминает, что реальность – это единственное место, где возможен рост. Учитесь видеть красоту в том, что окружает вас здесь и сейчас. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я нахожу радость в реальности и раскрываю свой потенциал в настоящем». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как вы стоите под ярким солнцем, ощущая его тепло. Ваши фантазии превращаются в прозрачные пузыри, которые лопаются, открывая перед вами ясный и красивый мир. Ритуал на избавление от источника причины. Зажгите свечу и установите перед собой зеркало. Глядя в зеркало, произнесите: «Я принимаю реальность такой, какая она есть, и нахожу в ней источник вдохновения». Причина 14. Склонность к саморазрушению. Рыбы, увлекаясь внутренними переживаниями, могут увлекаться саморазрушительными мыслями или поведением. Это создает проблемы не только для них, но и для их окружения, которое страдает от их пессимизма. Кармический совет, закон вибрации, учит, что негативные мысли создают реальность, отражающую их. Поднимайте свои вибрации, наполняя жизнь позитивом и радостью. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я создаю в себе силу, гармонию и радость». Визуализация, которую нужно применять для этого: вообразите, как из вашего тела выходят темные тени, это все негативные мысли. Они растворяются в воздухе, оставляя вас в окружении яркого света. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите на бумаге все свои тревожные мысли. Затем сожгите этот лист, глядя, как пепел уходит в небытие, унося с собой вашу боль.
Причина 15. Излишняя чувствительность. Рыбы славятся своей высокой эмоциональной чувствительностью. Это позволяет им тонко чувствовать настроение окружающих, улавливать невидимые вибрации, предчувствовать события. Однако такая чувствительность иногда становится обузой, рыбы могут перенимать на себя чужую боль, страдания, тревоги. Им бывает сложно отличить свои эмоции от тех, которые исходят от других. Это делает их ранимыми, подверженными стрессу и эмоциональному выгоранию. Кармический совет: защищайте свою энергетическую границу. Осознайте, что помогать другим можно, только сохраняя собственный баланс. Постройте внутренний барьер, который позволит вам оставаться чуткими, но неуязвимыми. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я защищаю свою чувствительность и использую ее как силу». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вокруг вашего тела появляется сияющий кокон белого света. Этот кокон пропускает только позитивные энергии и защищает вас от негативных воздействий. Почувствуйте, как внутри вас растет чувство защищенности и спокойствия. Ритуал на избавление от источника причины: возьмите кристалл розового кварца или аметиста. В тишине подержите его в руках, представляя, как он наполняет вас мягкой энергией, очищающей от лишних эмоций. Носите этот камень с собой как талисман. Причина 16. Зависимость от настроения. Настроение рыб может резко изменяться, подчиняясь влиянию внешней среды или внутреннего состояния. Сегодня они полны вдохновения и готовы свернуть горы, а завтра испытывают апатию и сомнения. Такая переменчивость может создавать сложности для них самих и окружающих, особенно если близкие люди не могут предсказать, в каком состоянии рыбы окажутся в следующий момент. Кармический совет: работайте над эмоциональной стабильностью. Учитесь осознавать свои эмоции, но не позволять им полностью захватывать вас. Практикуйте медитацию, дыхательные упражнения или йогу, чтобы укреплять связь с центром своего внутреннего мира. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я управляю своими эмоциями и настроением». Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте себя на спокойной водной глади. Вы — центр озера, ваше настроение — это волны. Постепенно волны успокаиваются, и вода становится зеркально гладкой. Почувствуйте, как этот внутренний покой наполняет вас. Ритуал на избавление от источника причины: по утрам зажигайте ароматическую палочку с успокаивающим ароматом, например, лаванды, и повторяйте аффирмацию. Это поможет задать позитивный настрой на весь день. Причина 17. Переживание прошлого. Рыбы часто застревают в воспоминаниях о прошлом. Они вспоминают ошибки, утраченные возможности или болезненные моменты, что может мешать им наслаждаться настоящим. Эта их склонность связана с глубокой привязанностью к эмоциям, которые они испытывали. Кармический совет: освобождайтесь от цепей прошлого. Понимание, что каждый момент жизни уникален, поможет вам жить здесь и сейчас. Примите прошлое как опыт, который сделал вас теми, кем вы стали. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я отпускаю прошлое и живу здесь и сейчас». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как за вами возникает дверь, символизирующая прошлое. Вы благодарите ее за все, что она вам дала, и закрываете ее. Перед вами открывается широкая светлая дорога в будущее. Ритуал на избавление от источника причины: напишите письмо своему прошлому, описывая все, что вы хотите отпустить. Завершите его словами благодарности. Сожгите письмо, наблюдая, как пламя очищает вас от лишнего. Причина 18. Легкость в изменении мнений. Рыбы — это знак воды, и их мысли могут течь так же легко, как ручей. Они способны быстро менять свои взгляды, подстраиваясь под ситуацию или мнение окружающих.
Хотя такая гибкость иногда бывает полезной, она также может восприниматься как нерешительность или ненадежность. Кармический совет: работайте над устойчивостью своих убеждений. Старайтесь не спешить с изменением мнения, особенно под влиянием других. Дайте себе время на размышления и решения. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я уверенно держусь за свои убеждения и мнения». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что ваше сердце – это крепость из камня. В ней светится ваш внутренний компас, который помогает вам находить верные ответы. Почувствуйте эту силу внутри себя. Ритуал на избавление от источника причины: напишите на листе бумаги свои основные жизненные убеждения. Повесьте их на видное место, чтобы они напоминали вам о том, что действительно важно. Причина 19. Склонность к самоанализу. Самоанализ – это привычка рыб постоянно обдумывать свои действия, слова и решения. Иногда они настолько увязают в разборе своих поступков, что теряют энергию на действие. Эта черта может превращать рыб в вечных мыслителей, которым сложно двигаться вперед. Кармический совет: анализ – это инструмент, но не цель. Используйте его, чтобы учиться на ошибках, но не зацикливайтесь на них. Поймите, что настоящее создается действиями, а не мыслями. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю себе и своему пути». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы идете по светлой тропе. Позади вас остаются следы ваших решений, но дорога впереди освещена солнечным светом, показывающим, что главное – это движение вперед. Ритуал на избавление от источника причины: каждый вечер записывайте одно действие, которое вы сделали за день, не анализируя его. Со временем вы увидите, как ваши усилия приносят результат. Причина 20. Неумение говорить «нет». Рыбы часто стремятся помочь всем и каждому, даже если это выходит за пределы их возможностей. Они боятся обидеть отказом или выглядеть жестокими, что приводит к переутомлению и истощению. Кармический совет: учитесь говорить «нет», понимая, что это акт заботы о себе. Ваши ресурсы не бесконечны, и их нужно беречь для по-настоящему важных задач и людей. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я с любовью и уважением говорю «нет», когда это необходимо». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы окружены золотым кругом, символизирующим ваши личные границы. Этот круг защищает вас и наполняет силой говорить «нет» без чувства вины. Ритуал на избавление от источника причины: потренируйтесь говорить «нет» перед зеркалом. Улыбнитесь себе и повторите аффирмацию, чувствуя, как это укрепляет ваши границы. Причина 21. Ожидание идеала. Рыбы склонны мечтать о совершенстве во всем, в людях, ситуациях, даже в собственной жизни. Но реальность редко совпадает с их ожиданиями, что приводит к разочарованиям, особенно в отношениях или профессиональной сфере. Например, рыбы могут ожидать от партнера постоянной заботы и романтики, но забывают, что каждый человек несовершенен. В результате они начинают чувствовать себя обманутыми или недооцененными. Кармический совет: примите реальность такой, какая она есть, и научитесь видеть красоту в несовершенстве. Карма учит нас, что идеал – это мираж, и только через принятие мы можем обрести гармонию. Важно развивать терпимость к недостаткам окружающих и быть благодарными за настоящие моменты, которые вы уже имеете. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю мир таким, какой он есть, и нахожу радость в настоящем». Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте себя на лугу, полном разноцветных цветов. Каждый цветок уникален, даже если некоторые из них слегка повреждены или растут неправильно. Видите ли вы их красоту? Почувствуйте, как ваша душа наполняется благодарностью за этот природный хаос, который все равно прекрасен.
Ритуал на избавление от источника причины. Возьмите 2 листа бумаги. На одном запишите все свои ожидания и идеалы, которые вас тревожат. На втором напишите 3 вещи в своей жизни, которые уже приносят радость. Сожгите первый лист, представляя, как вы освобождаетесь от ненужных ожиданий, а второй сохраните, чтобы перечитывать его, когда чувствуете недовольство. Причина 22. Чрезмерная жертвенность. Рыбы обладают удивительной способностью отдавать все ради других. Однако эта жертвенность нередко превращается в саморазрушение, когда они забывают о себе. Например, они могут вкладываться в отношения или дела, которые не приносят им никакой пользы, чувствуя, что обязаны это делать ради гармонии или поддержки близких. Эта черта вызывает восхищение, но часто приводит к физическому и эмоциональному истощению. Кармический совет, закон баланса гласит, что отдавать можно только из полноты. Если вы постоянно жертвуете собой, вы истощаете свою энергию. Научитесь заботиться о себе так же, как заботитесь о других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я наполняю себя любовью, чтобы делиться ею с окружающими». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы – сосуд, который наполняется кристально чистой водой. Когда сосуд наполняется, вода начинает переливаться через край, омывая других. Это символизирует вашу способность давать любовь и энергию, не истощая себя. Ритуал на избавление от источника причины. Устройте день заботы о себе. Приготовьте любимую еду, займитесь хобби, которое приносит радость, или примите расслабляющую ванну с ароматами лаванды. В конце дня произнесите вслух аффирмацию и поблагодарите себя за заботу о себе. Причина 23. Проблемы с принятием реальности. Рыбы нередко избегают неприятных аспектов реальности, предпочитая закрываться в своем мире фантазий. Эта склонность может проявляться как игнорирование сложных ситуаций на работе или в отношениях, что со временем усугубляет проблемы. Вместо того, чтобы принять вызов, рыбы могут выбрать путь избегания, оправдывая это своей чувствительностью. Кармический совет. Карма учит, что принятие реальности – это первый шаг к ее изменению. Чем дольше вы избегаете проблемы, тем сложнее будет ее решить. Начните с малого, признавайте факты, даже если они вам не нравятся. Это даст вам силу и свободу. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю реальность, чтобы создать ее такой, какой хочу ее видеть». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что перед вами стоит зеркало, отражающее все, что вы избегаете. Постепенно это зеркало становится прозрачным, а его место занимает яркий свет. Почувствуйте, как этот свет очищает вас и наполняет уверенностью смотреть правде в глаза. Ритуал на избавление от источника причины. Напишите на листе бумаги 3 вещи, от которых вы боитесь бежать. Затем разделите лист на 2 части и рядом запишите один маленький шаг, который вы готовы сделать для принятия каждой из этих вещей. Важно, чтобы эти шаги были простыми и выполнимыми. Выполняйте их постепенно и празднуйте свои успехи. Причина 24. Неспособность отказаться от токсичных людей. Рыбы склонны оставаться в окружении тех, кто причиняет им боль или не приносит пользы, часто надеясь, что смогут изменить таких людей своей добротой. Они чувствуют себя ответственными за эмоции и поведение окружающих, даже если это истощает их силы. Токсичные люди могут использовать мягкость рыб, манипулируя ими и эксплуатируя их доброту. Кармический совет, закон свободы учит нас, что никто не обязан оставаться в окружении, которое мешает росту. Освободитесь от токсичных связей, не испытывая чувства вины. Вы заслуживаете окружения, которое поддерживает, а не разрушает. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я разрываю связи, которые мешают моему росту, и привлекаю только позитивных людей». Визуализация, которую нужно применять для этого:
Представьте, что перед вами невидимая энергетическая нить, соединяющая вас с человеком, который вам вредит. Затем вообразите, как вы берете золотые ножницы и с легкостью перерезаете эту нить. Почувствуйте свободу, которая заполняет ваше сердце. Ритуал на избавление от источника причины. Возьмите красную нитку и завяжите на ней узлы, каждый из которых будет символизировать вашу связь с токсичными людьми. Затем срежьте каждый узел ножницами, произнося: «Я освобождаюсь от этой связи». Закопайте обрезки нитки в землю, символизируя завершение этой главы вашей жизни. Поиск своего пути, вдохновление интуицией. Рыбы обладают сильной интуицией, которая зачастую превосходит рациональное мышление. Это глубокое внутреннее знание помогает им принимать решения, избегать опасностей и находить новые возможности. Однако, если рыбы игнорируют свою интуицию, это может привести к сомнениям, неуверенности и запутанности. Их путь начинается с доверия своим ощущениям. Кармический совет. Карма рыб связана с умением слушать свое сердце и внутренний голос. Освободитесь от внешнего шума и обратите внимание на то, что говорит вам ваша душа. Это ключ к осознанию своей миссии. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю своей интуиции и следую ее мудрому голосу». Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, как мягкий свет проникает в ваше сердце. Этот свет становится путеводной звездой, которая освещает ваш путь. Вы идете по тропе, полностью уверенные в ее правильности, ощущая тепло и поддержку Вселенной. Ритуал. Сядьте в тишине, зажгите свечу белого цвета и сосредоточьтесь на ее пламени. Представьте, что каждое мерцание пламени усиливает вашу связь с интуицией. Спросите у себя важный вопрос, который волнует вас, и дайте своему подсознанию время, чтобы ответить. Запишите то, что придет на ум, не фильтруя. Использование мудрости древних учений. Рыбы, как зодиакальный знак, связанный с завершением цикла, хранят в себе древнюю мудрость. Это знак глубинных знаний, которые приходят не через учебники, а через чувства и интуитивное понимание. Рыбам полезно изучать философию, астрологию, карму и другие древние практики, которые помогут раскрыть их уникальные способности. Кармический совет. Обратитесь к знаниям предков и древним практикам. Карма рыб связана с передачей накопленных знаний в новый цикл. Учитесь, впитывайте и применяйте эти знания в своей жизни, чтобы направить себя и других. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я принимаю древнюю мудрость и использую ее для своего роста и гармонии». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте себя сидящими в огромной древней библиотеке. Полки вокруг полны книг с сияющими символами. Вы берете одну из них и, открывая ее, чувствуете, как знания впитываются в вас, превращаясь в свет, который наполняет вашу душу. Ритуал. Перед сном возьмите любую книгу, связанную с мудростью древних учений, и откройте ее на случайной странице. Прочитайте абзац или главу, задавая себе вопрос: «Как это знание поможет мне?». После этого положите книгу под подушку, чтобы она стала связующим звеном между вами и древними энергиями. Синхронизация с планетами. Рыбы, как водный знак, находятся в тесной связи с движением планет, особенно Нептуна, их правителя, и Юпитера, который приносит рост и расширение. Эти небесные тела помогают рыбам расти духовно, развивать свои способности и направлять свою жизнь. Синхронизация с планетарными циклами помогает рыбам понять свое место во Вселенной и двигаться с потоком, а не против него. Кармический совет. Наблюдайте за фазами Луны, ретроградными движениями планет и их аспектами. Это не просто астрологические события, а возможности настроить свою энергию на космические вибрации. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я в гармонии с космическими циклами и нахожусь в потоке Вселенной». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте,
как планеты движутся вокруг вас в красивом танце. Каждая из них посылает вам свет и энергию, наполняя вас силами и гармонией. Вы ощущаете единство с космосом, становясь частью его вечного движения. Ритуал. В дни полнолуния зажгите свечу и поставьте ее на подоконник, чтобы она освещалась лунным светом. Напишите на листе бумаги свои намерения или вопросы, которые хотите задать Вселенной. После этого оставьте этот лист рядом со свечой на всю ночь, чтобы свет луны зарядил его энергией. Трансформация через искусство. Искусство – это один из мощнейших путей трансформации для рыб. Через музыку, живопись, поэзию или танец рыбы выражают свои чувства, эмоции и переживания. Это не только помогает им понять себя, но и создает глубокую связь с окружающим миром. Творчество позволяет рыбам раскрывать свой потенциал и исцелять свою душу. Кармический совет – используйте искусство как способ самовыражения и трансформации. Через творчество вы можете трансформировать боль в радость, хаос в гармонию, а страх в любовь. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я выражаю свою душу через искусство и нахожу в этом силу». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что вы рисуете картину, играете на музыкальном инструменте или танцуете. Почувствуйте, как каждая ваша эмоция превращается в творческий поток, который выходит из вашего сердца и трансформируется в красивую энергию, наполняющую весь мир. Ритуал. Возьмите чистый лист бумаги или холст, краски или карандаши. Позвольте своим рукам двигаться свободно, не задумываясь о результате. Пусть ваши эмоции сами создают узоры или изображения. После завершения сохраните этот рисунок как напоминание о вашем внутреннем мире и его красоте. Путь через служение миру. Рыбы обладают глубоким состраданием и желанием помочь другим. Это не просто их черта характера, а важная миссия, заложенная в кармическом предназначении. Через служение другим рыбы открывают для себя новые смыслы и обретают ощущение гармонии и полноты жизни. Их мягкость, эмпатия и интуитивная способность понимать других делают их отличными наставниками, целителями, учителями и волонтерами. Кармический совет: рыбам важно помнить, что их служение должно быть осознанным. Помогая другим, они не должны забывать о себе, иначе их энергия может истощиться. Кармический закон гласит: чем больше отдаешь с открытым сердцем, тем больше получаешь взамен, но важно сохранить баланс. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я служу миру с любовью, сохраняя гармонию в себе». Визуализация, которую нужно применять для этого: закройте глаза и представьте, как вы идете по миру, освещая своим светом все вокруг. Люди, которых вы встречаете, становятся более счастливыми и наполненными энергией благодаря вашему присутствию. Вы видите, как ваш свет возвращается к вам, наполняя вашу душу теплом и радостью. Ритуал. Найдите время для маленького акта доброты. Это может быть помощь соседу, участие в благотворительном проекте или даже поддерживающий разговор с другом. После завершения действия зажгите свечу и поблагодарите Вселенную за возможность быть полезным. Ощутите, как благодарность людей возвращается к вам в виде теплоты и света. Воссоединение с природой. Природа – это источник силы для рыб, их безопасное пространство и место, где они могут восстановить внутренний баланс. Энергия воды, воздуха и земли гармонизирует их чувствительный ум и помогает избавиться от излишней тревожности. Когда рыбы чувствуют себя потерянными, погружение в природу напоминает им, что они – часть чего-то великого и прекрасного. Кармический совет: общение с природой помогает рыбам восстановить связь со своим внутренним «я». Согласно кармическим законам, природа – это отражение души, и пребывание на природе очищает ее от негатива. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я воссоединяюсь с природой и нахожу в ней покой и гармонию».
Визуализация, которую нужно применять для этого. Представьте, что вы стоите босиком на мягкой траве. Солнечный свет согревает вас, легкий ветерок ласкает ваше лицо, а под ногами вы ощущаете силу земли. Вы становитесь единым целым с природой, наполняясь ее энергией и ощущая, как каждая клеточка вашего тела наполняется жизнью. Ритуал. Найдите время для прогулки на природе. Пусть это будет лес, парк или берег реки. Возьмите с собой маленький камень или лист, который вы сможете держать в руках. Закройте глаза, почувствуйте энергию природы, а затем поблагодарите ее за поддержку. Принесенный камень или лист можно оставить дома как символ вашей связи с природой. Сила внутреннего мира. Рыбы часто страдают от внутреннего хаоса из-за своей чувствительности. Они легко впитывают чужую энергию, что может привести к эмоциональному выгоранию. Найти свой путь рыбы смогут только тогда, когда обретут внутренний мир, который станет их базой, их центром силы. Спокойствие внутри помогает рыбам ясно видеть свой путь и уверенно идти по нему. Кармический совет, закон внутренней гармонии учит нас, только через баланс внутри мы можем создать гармонию вовне. Для рыб это особенно важно, так как их чувствительность делает их открытыми к энергетическим воздействиям. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Мой внутренний мир полон гармонии и покоя». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, что внутри вас находится тихое и спокойное озеро. Вода в нем чистая, гладкая, как зеркало. Вы видите в ней отражение своей души, которая излучает свет и спокойствие. Почувствуйте, как это состояние распространяется на все аспекты вашей жизни. Ритуал. Устройте себе 10 минут тишины каждый день. Найдите спокойное место, зажгите свечу и наблюдайте за ее пламенем. Во время этого упражнения сосредоточьтесь на своем дыхании и представляйте, как каждый вдох приносит покой, а каждый выдох уносит беспокойство. После завершения поблагодарите себя за этот момент заботы о своем внутреннем мире. Доверие себе и своему пути. Рыбы часто сомневаются в своих решениях и направлениях. Это происходит из-за их высокой чувствительности и страха ошибиться. Но именно доверие к себе открывает для них дорогу к настоящей свободе и духовному росту. Когда рыбы учатся слушать свою интуицию и доверять своим решениям, они обретают настоящую силу. Кармический совет, закон доверия учит нас, что каждая дорога, по которой мы идем, правильна. Даже ошибки – это уроки, которые помогают нам стать лучше. Рыбам важно понять, что их путь уникален, и только они могут пройти его. Аффирмация, которую нужно использовать в этом случае: «Я доверяю себе и своему пути. Моя интуиция ведет меня к свету». Визуализация, которую нужно применять для этого: представьте, как перед вами появляется золотая тропа, освещенная мягким светом. Вы идете по ней уверенно, зная, что этот путь ведет вас к счастью и гармонии. Каждая ваша мысль и действие наполняются уверенностью и силой. Ритуал. Возьмите лист бумаги и напишите на нем свои сомнения или страхи. Затем напишите рядом, почему вы верите в себя и свои решения. Прочтите это вслух, а затем сожгите лист, наблюдая, как уходят все сомнения. Повторяйте аффирмацию, пока пламя не погаснет, чувствуя, как вы становитесь сильнее и увереннее. Дорогие зрители, в этом видео мы погрузились в глубины знака рыб, исследовали причины, по которым их могут недооценивать или не понимать, а также пути, чтобы превратить эти вызовы в свою силу. Рыбы – это знак, который сочетает в себе невероятную чувствительность, творческий потенциал и глубокую связь с мирозданием. Их часто осуждают за то, что они кажутся слишком мечтательными или уязвимыми, но на самом деле именно в этих качествах скрывается великая сила. Каждая из рассмотренных причин может быть точкой роста. Да, вы можете быть слишком эмоциональными, но в этом ваша способность тонко чувствовать,
понимать и поддерживать других. Возможно, вам сложно противостоять вызовам реальности, но именно ваша способность адаптироваться и видеть свет даже в самых темных моментах делает вас уникальными. Рыбы – это мудрецы зодиака, несущие в себе древние знания о связи всего сущего. Ваша интуиция и эмпатия – это дары, которые нужно развивать, а не подавлять. Мы обсудили не только причины, по которым рыбам бывает сложно взаимодействовать с миром, но и эффективные способы изменить это. Применяя кармические советы, аффирмации, визуализации и ритуалы, вы можете переосмыслить свои слабости и превратить их в свои сильные стороны. Эти практики помогут вам обрести внутреннюю гармонию и использовать вашу уникальность для личного роста и помощи другим. Помните, что движение планет и законы Вселенной всегда на вашей стороне, если вы следуете своему сердцу и интуиции. Найдите свой путь через творчество, служение, связь с природой и развитие внутреннего мира. Вы способны обрести удивительную силу, если научитесь доверять себе и своей энергии. Ваша миссия в этом мире – это вдохновлять, исцелять и показывать другим, что нежность и сила могут идти рука об руку. Вы являетесь ярким примером того, как душевность может изменить этот мир. Пусть каждое ваше решение будет наполнено мудростью, а каждый шаг на пути – уверенностью. Вы создаете свою реальность, поэтому позвольте себе быть тем, кем вы действительно являетесь, не боясь осуждения или непонимания. Если это видео помогло вам лучше понять себя или близких вам рыб, поставьте лайк и подпишитесь на наш канал «Астрология мудрости». Давайте вместе создавать пространство для сознания и вдохновения. Напишите в комментариях, какие из методов или практик вам особенно близки. И если мы наберем 6000 лайков, я подготовлю для вас видео о том, как рыбам достичь успеха, реализовать свои мечты и найти гармонию в своей жизни. Ваши лайки, подписки и комментарии вдохновляют нас на создание новых интересных и полезных материалов. До новых встреч, друзья, на канале «Астрология мудрости». Пусть свет звезд всегда освещает ваш путь. Оставайтесь с нами. Продолжение следует.